Урок 1. Наблюдение за внешним видом и поведением. Вы заметили что-то особенное в их внешности или поведении? Да, я заметил, что они были одеты в официальную одежду и, похоже, вели серьезный разговор. Это интересно. Это говорит о том, что они, возможно, обсуждают что-то важное или связанное с бизнесом. Я также заметил, что на протяжении всего разговора они поддерживали зрительный контакт, что свидетельствует об активном слушании и вовлеченности. Зрительный контакт действительно является важным аспектом эффективного общения. Он показывает внимательность и укрепляет связь между людьми. Кроме того, их язык тела казался открытым и расслабленным, что свидетельствует о комфортном уровне взаимопонимания между ними. Язык тела может многое рассказать об эмоциях и намерениях человека. Открытая поза часто означает близость и дружелюбие. Кроме того, их жесты были выразительными и оживленными, подчеркивали их точку зрения и подчеркивали их беседу. Жесты могут улучшить коммуникацию, предоставляя визуальные подсказки и добавляя ясности словесным сообщениям. Я также заметил, что иногда они кивали в знак согласия, указывая на взаимное понимание и согласие по некоторым вопросам. Кивание — это невербальный способ выражения согласия или подтверждения. Это говорит о том, что они едины во мнении. С другой стороны, я заметил, что они говорили сдержанно и по очереди, выражая уважение к мнению друг друга. Говорить по очереди и говорить спокойно — признаки эффективного общения и активного слушания. Кроме того, казалось, что они вели сбалансированный разговор, предоставляя друг другу равные возможности для выражения своих мыслей. Сбалансированный разговор дает обеим сторонам возможность внести свой вклад и принять активное участие. Наконец, их мимика казалась серьезной и сосредоточенной, что свидетельствует о том, что они обсуждали важную или напряженную тему. Выражение лица может показать эмоции и уровень вовлеченности человека в разговор. В целом, их внешний вид и поведение свидетельствуют о профессионализме, активной вовлеченности и эффективных коммуникативных навыках. Удивительно, как многому мы можем научиться, наблюдая за другими. Уделение внимания этим деталям может дать ценную информацию о взаимодействии людей. Абсолютно. Наблюдение за другими может помочь нам понять социальную динамику и улучшить собственные коммуникативные навыки. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в общественном месте, найдите время, чтобы понаблюдать за внешним видом и поведением людей. Возможно, вы получите интересные сведения. Определенно. Это отличный способ отточить навыки наблюдения и лучше приспособиться к невербальным сигналам. Наблюдение за другими людьми может стать ценным учебным опытом. Давайте возьмем за привычку обращать внимание и учиться у окружающих. Согласен. Проявляя наблюдательность, мы можем лучше понять человеческое поведение и улучшить свои навыки межличностного общения. Безусловно, Анна. Давайте продолжим наблюдать за окружающим миром и учиться у него. Урок 2. Аутентичный вкус в кулинарии. Да, не экономьте на тамариндовой пасте и рыбном соусе для получения аутентичного вкуса. Я полностью согласен. Паста из тамаринда и рыбный соус являются незаменимыми ингредиентами многих традиционных рецептов.
Они обладают уникальным вкусовым профилем, который трудно воспроизвести с помощью любых заменителей. Паста из тамаринда придает блюдам острый и слегка сладковатый вкус, а рыбный соус придает блюдам пикантный вкус умами. Для достижения аутентичного вкуса важно использовать их в правильных пропорциях. Абсолютно. Баланс между ними имеет решающее значение для достижения желаемого вкусового профиля. Слишком малое количество тамариндовой пасты может привести к потере остроты, а слишком большое количество рыбного соуса может сделать блюдо слишком соленым. Поиск правильного баланса требует экспериментов и корректировки в соответствии с личными предпочтениями. Стоит отметить, что разные марки тамариндовой пасты и рыбного соуса могут различаться по интенсивности, поэтому их приятно пробовать и соответствующим образом корректировать. В самом деле, всегда полезно начинать с меньшего количества и постепенно добавлять больше, если это необходимо. Кроме того, обратите внимание на конкретное блюдо, которое вы готовите. В некоторых рецептах может потребоваться более сильный вкус тамаринда или рыбного соуса, чем в других. Это правда. Важно следовать рекомендациям по рецептам и вносить коррективы в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Еще один совет: для достижения наилучших результатов используйте высококачественную пасту из тамаринда и рыбный соус. Высококачественные ингредиенты могут существенно повлиять на общий вкус и подлинность блюда. Абсолютно. Не жертвуйте качеством этих ингредиентов, если хотите добиться аутентичного и восхитительного вкуса. А если вы не уверены в пропорциях или количестве, вы всегда можете обратиться к проверенным рецептам или обратиться за советом к опытным поварам. Отличное предложение. Опыт других людей, имеющих опыт работы с этими ингредиентами, может оказаться неоценимым. В самом деле, они могут дать советы и рекомендации, которые помогут вам овладеть искусством использования тамариндовой пасты и рыбного соуса. Поэтому помните, что, стремясь к аутентичному вкусу, не экономьте на тамариндовой пасте и рыбном соусе. Они являются ключевыми элементами многих ароматных блюд. Абсолютно. Используйте эти ингредиенты и познакомьтесь с богатыми и разнообразными вкусами, которые они привносят в ваше кулинарное творение. Наслаждайтесь путешествием, экспериментируя и открывая идеальный баланс тамариндовой пасты и рыбного соуса в ваших любимых блюдах. Приятной вам готовки, и пусть ваши кулинарные приключения будут наполнены вкусными и аутентичными ароматами. Спасибо, Анна. Давайте насладимся чудесами тамариндовой пасты и рыбного соуса в наших кулинарных начинаниях. Урок 3. Планирование проживания в популярном месте. Проживание заранее. Это популярное место, так что это хорошая идея. Абсолютно. Заблаговременное планирование и бронирование жилья избавят нас от стресса в последнюю минуту и обеспечат наличие свободных мест. Кроме того, у популярных направлений, как правило, мало вариантов, поэтому раннее бронирование дает нам больше шансов найти предпочтительное жилье. Это также возможность исследовать и найти лучшее предложение или специальное предложение. Это правда. Бронируя заранее, мы можем сравнить цены и воспользоваться любыми скидками или акциями. Кроме того, заблаговременное планирование позволяет нам учитывать такие факторы, как местоположение, удобство и отзывы, чтобы найти жилье, соответствующее нашим потребностям и предпочтениям.
Мы можем прочитать отзывы других путешественников, чтобы получить представление о качестве и впечатлениях от проживания в разных отелях. При выборе жилья важно учитывать бюджет и находить баланс между доступностью и комфортом. Абсолютно. Мы хотим максимально использовать наше путешествие, не тратя лишние средства на проживание. Еще одно преимущество предварительного бронирования — это спокойствие, которое оно обеспечивает. Мы можем сосредоточиться на других аспектах нашей поездки, зная, что о нашем жилье позаботятся. В самом деле, это устраняет неопределенность и позволяет нам более уверенно планировать наш маршрут. Однако важно знать правила отмены бронирования и любые возможные сборы, связанные с изменением или отменой бронирования. Абсолютно. Мы должны внимательно изучить условия, прежде чем делать какие-либо бронирования, чтобы избежать непредвиденных расходов. Если наши планы изменятся, гибкий подход к бронированию жилья может оказаться полезным. Поэтому стоит рассмотреть варианты с более мягкими правилами отмены бронирования. Это хорошие замечания. Гибкость может пригодиться, особенно если наши планы поездок могут измениться. Наконец, если у нас есть какие-либо конкретные пожелания или предпочтения, такие как расположение номера или специальное удобство, рекомендуется напрямую связаться с отелем. Персонализация нашего отдыха путем информирования о наших потребностях может улучшить наше пребывание и сделать его более приятным. Таким образом, бронирование жилья заранее является разумным решением при посещении популярных мест. Это обеспечивает удобство, лучшие варианты и душевное спокойствие. Безусловно, Анна. Давайте спланируем заранее и обеспечим себе жилье, чтобы сделать нашу поездку незабываемой. Не могу не согласиться, Джон. Используя такой активный подход, мы можем обеспечить комфортное и приятное путешествие. Итак, давайте начнем исследовать и бронировать наше жилье заранее. Это важный шаг в нашем процессе планирования путешествия. Определенно. Разобравшись с нашим жильем, мы можем рассчитывать на невероятное приключение в популярном месте. Спасибо, Анна, за ценную информацию. Давайте сделаем наши планы путешествий успешными, спланировав проживание заранее. Урок 4. Покупка канцелярских принадлежностей. Эй, вы в последнее время покупали канцелярские товары. Да, я искал симпатичные и функциональные канцелярские товары. Всегда интересно изучить различные варианты и найти канцелярские товары, соответствующие нашему стилю и потребностям. Абсолютно. Канцелярские принадлежности могут придать индивидуальности нашему рабочему или учебному кабинету. Кроме того, наличие подходящих канцелярских принадлежностей может повысить производительность и сделать работу более приятной. Я искал цветные ручки и маркеры, чтобы сделать мои заметки и рисунки более яркими. Звучит забавно. Добавление ярких красок может сделать учебу или работу над проектами более увлекательными. Я также искал качественный блокнот с плотной гладкой бумагой для удобного письма. Важно найти блокнот, на котором удобно писать и в котором можно работать с различными типами ручек или маркеров без кровотечения. Я согласен.
Качество бумаги может существенно повлиять на общий опыт письма или рисования. Натыкались ли вы на уникальные или инновационные канцелярские товары во время поиска? Да, я нашла несколько клейких маркеров для страниц в форме милых животных. Они идеально подходят для организации и маркировки важных страниц. Звучат восхитительно. Функциональные и симпатичные канцелярские принадлежности могут сделать работу более приятной и привнести нотку причудливости в нашу работу или учебу. Абсолютно. Это маленькие детали, которые могут изменить нашу повседневную жизнь. Рассматривали ли вы какие-либо органайзеры для канцелярских принадлежностей или решения для хранения вещей, чтобы все было в порядке? Да, я искала компактный настольный органайзер, чтобы аккуратно расположить ручки, карандаши и другие мелкие канцелярские принадлежности. Упорядочение всего поможет создать свободное от беспорядка рабочее пространство и упростить поиск того, что нам нужно. Я полностью согласен. Хорошо организованная коллекция канцелярских принадлежностей может вдохновить на творчество и эффективность. Также стоит заглянуть в интернет-магазины или местные специализированные магазины на предмет уникальных канцелярских товаров, которых может не быть в обычных магазинах. Отличная идея. Изучение различных источников может привести к обнаружению скрытых сокровищ и расширению нашей коллекции канцелярских принадлежностей. Не забудьте установить бюджет на покупку канцелярских товаров, чтобы избежать перерасхода средств. Мудрый совет. Легко увлечься всеми замечательными вариантами канцелярских принадлежностей. В самом деле, определяя бюджет, мы можем наслаждаться покупками, не забывая при этом о своих финансах. Спасибо за напоминание, Джон. Важно найти баланс между увлечением канцелярскими товарами и финансовой ответственностью. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайтесь покупками канцелярских принадлежностей, и пусть вы найдете идеальные вещи, которые украсят ваше рабочее место или учебную зону. Спасибо, Джон. Тебе тоже приятных покупок. Давайте насладимся радостью открытия новых сокровищ канцелярских товаров. Безусловно, Анна. Давайте сделаем нашу коллекцию канцелярских принадлежностей отражением нашего стиля и источником вдохновения для решения повседневных задач. Урок 5. Планирование продолжительности пребывания. Как долго вы здесь пробудете? Мы планируем остаться на неделю. Похоже, это разумное количество времени, чтобы исследовать окрестности и насладиться нашей поездкой. Да, неделя должна дать нам достаточно времени, чтобы посетить основные достопримечательности и расслабиться. При определении продолжительности нашего пребывания важно учитывать, чем мы хотим заниматься и какие места мы хотим посетить. Абсолютно. Мы должны выделить достаточно времени на осмотр достопримечательностей, попробовать местную кухню и погрузиться в культуру. Также стоит оставить место для спонтанных приключений и неожиданных открытий во время нашего путешествия. Это правда. Открытость к незапланированным событиям может добавить впечатлений и сделать наше путешествие еще более незабываемым. Тем не менее, мы также должны учитывать наше расписание и обязательства по возвращении домой при принятии решения о продолжительности нашего пребывания. Да, важно найти баланс между наслаждением отдыхом и плавным возвращением к повседневной жизни. И если мы обнаружим, что есть еще много мест, которые мы хотим исследовать или чем заняться,
мы всегда можем рассмотреть возможность продления нашего пребывания. Это хорошее замечание. Гибкость в наших планах путешествий позволяет нам адаптироваться и максимально использовать наше время. С другой стороны, если мы считаем, что недели достаточно, чтобы познакомиться с тем, что может предложить это место назначения, мы можем придерживаться нашего первоначального плана. Абсолютно. Речь идет о поиске правильного баланса и принятии решений на основе наших предпочтений и приоритетов. Еще один фактор, который следует учитывать, это доступность авиабилетов и проживания. Мы должны проверить, нет ли каких-либо ограничений или ограничений в желаемые даты поездки. Да, чтобы избежать проблем, возникших в последнюю минуту, очень важно обеспечить доступность авиабилетов и жилья на время нашего пребывания. Кроме того, рекомендуется изучить погодные условия в то время, когда мы планируем посетить. Это поможет нам подготовиться соответствующим образом и извлечь максимум пользы из наших занятий. Это правда. Знание погоды может помочь нам выбрать упаковку и более эффективно планировать мероприятия на свежем воздухе. Наконец, мы должны учитывать наш бюджет и общую стоимость пребывания на определенный срок. Важно найти баланс между продолжительностью пребывания и финансовыми ресурсами. Абсолютно. Мы хотим, чтобы наша поездка уложилась в запланированный бюджет и не стала тяжелым бременем для наших финансов. Итак, учитывая все эти факторы, неделя кажется хорошей отправной точкой для нашей поездки. При необходимости мы всегда можем приспособиться. Я согласен, Джон. Давайте спланируем на неделю и будем открыты к новым возможностям. Спасибо, Анна, за обсуждение продолжительности нашего пребывания. Очень важно провести эти беседы, чтобы поездка была хорошо спланированной и приятной. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно обсуждать с вами планы путешествий. Давайте по максимуму насладимся нашим недельным приключением. Безусловно, Анна. Вперед фантастическая неделя, полная новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Урок 6. Советы по изучению английского. Я уже некоторое время изучаю английский язык. Конечно. Один совет: как можно больше тренируйтесь говорить по-английски. Найдите возможность пообщаться с носителями языка или присоединиться к программам языкового обмена. Звучит эффективно. Регулярное общение помогает улучшить беглость речи и укрепить уверенность в себе. Абсолютно. Еще один совет: погрузитесь в английские СМИ, такие как фильмы, телешоу и музыка. Это помогает в восприятии речи на слух и расширении словарного запаса. Я постараюсь включить больше английских СМИ в свою повседневную жизнь. Похоже, это приятный способ обучения. Безусловно, так оно и есть. Кроме того, чтение книг, статей и новостей на английском языке может улучшить ваши навыки чтения и познакомить вас с различными стилями письма. Я начну читать больше материалов на английском языке, чтобы расширить свой словарный запас и улучшить понимание. Отличная идея. Еще один полезный совет: потренируйтесь писать на английском языке. Вы можете начать с ведения дневника или написания коротких эссе на интересующие вас темы. Регулярное письмо определенно поможет мне чувствовать себя более комфортно, выражая свои мысли на английском языке. Абсолютно.
Также полезно поработать над грамматикой и структурой предложений. Существует множество онлайн-ресурсов и упражнений по грамматике, которые помогут вам. Каждый день я буду уделять время практике грамматики. Это очень важно для четкого общения. Еще один совет – расширяйте словарный запас, изучая новые слова и фразы. Используйте карточки или словарные приложения, чтобы сделать обучение более интерактивным и увлекательным. У меня появится привычка каждый день учить несколько новых слов. Накопление большого словарного запаса улучшит мои общие языковые навыки. Приятно это слышать. Кроме того, не бойтесь ошибаться. Ошибки – это часть процесса обучения, они помогают вам расти и совершенствоваться. Я это запомню. Важно воспринимать ошибки как возможность для обучения и не позволять им обескураживать меня. Абсолютно. Наконец, найдите подходящий для вас учебный режим и придерживайтесь его. Последовательность – ключевой фактор в изучении языка. Я составлю учебный график и сделаю изучение английского языка ежедневной привычкой. Последовательность поможет мне стабильно развиваться. Это фантастический подход, Анна. Не забывайте сохранять мотивацию и получать удовольствие от изучения английского языка. Спасибо, Джон, за то, что поделились этими ценными советами. Я с нетерпением жду возможности внедрить их и увидеть улучшения в своих знаниях английского языка. Добро пожаловать, Анна. Я не сомневаюсь, что благодаря вашей самоотверженности и этим советам вы преуспеете в изучении английского языка. Удачи! Спасибо, Джон. Твоя поддержка очень много значит для меня. Давайте продолжим поддерживать друг друга в изучении языков. Безусловно, Анна. Вместе мы можем добиться большого прогресса в наших языковых навыках. Урок 7. Подотчетность и постановка целей. Думали ли вы о том, чтобы кто-то привлек вас к ответственности за ваши цели? Отличная идея. Наличие кого-то, кто привлечет меня к ответственности, действительно поможет мне не сбиться с пути. Безусловно, так оно и есть. Когда вы делитесь с кем-то своими целями, они могут следить за вашим прогрессом, оказывать поддержку и поддержку. Я обязательно найду надежного человека, который поможет мне нести ответственность. Это может существенно повлиять на достижение моих целей. Это мудрое решение. Также важно установить конкретные и измеримые цели. Когда у вас есть четкие цели, отслеживать свой прогресс становится легче. Я обязательно поставлю перед собой реалистичные и измеримые цели, к достижению которых смогу стремиться. Это даст мне чувство направления и мотивации. Абсолютно. Также полезно разбивать цели на более мелкие, выполнимые задачи. Это делает общую цель менее трудной и достижимой. Разбивка моих целей на более мелкие задачи звучит как практический подход. Это поможет мне сосредоточиться и шаг за шагом двигаться вперед. Верно. Кроме того, важно регулярно пересматривать и оценивать свои цели. Анализируя свой прогресс, вы можете внести необходимые коррективы или исправления. Я планирую регулярные проверки, чтобы оценить свой прогресс и внести необходимые изменения. Это гарантирует, что я буду следовать своим целям. Это отличная практика. Еще один совет – отмечайте важные события на этом пути. Признание своих достижений
может повысить мотивацию и вдохновить вас. Я обязательно отмечу свои достижения, какими бы маленькими они ни казались. Важно признать достигнутый прогресс. Абсолютно. Также полезно создать благоприятную среду. Окружите себя людьми, которые поощряют и вдохновляют вас на достижение ваших целей. Я постараюсь окружить себя позитивными и отзывчивыми людьми, которые могут мотивировать меня в моем путешествии. Это просто фантастика. Еще один ценный совет – сохраняйте дисциплину и преданность своим целям, даже когда сталкиваетесь с трудностями или неудачами. Я напомню себе о своей приверженности и останусь стойким перед лицом трудностей. Важно не сдаваться и двигаться вперед. В этом и заключается дух. Наконец, не бойтесь обращаться за помощью в случае необходимости. Обращение за советом или советом к другим может дать ценную информацию и помочь вам преодолеть препятствия. Я не забуду обратиться за помощью, когда она мне понадобится. Можно обратиться за помощью и учиться у тех, у кого есть опыт в интересующих меня областях. Это разумный подход, Анна. Помните, что ответственность и постановка целей идут рука об руку. Реализуя эти стратегии, вы можете достичь замечательных результатов. Спасибо, Джон, за то, что поделились этой ценной информацией. Мне не терпится применить их на своем пути к постановке целей. Добро пожаловать, Анна. Я не сомневаюсь, что благодаря вашей решимости и этим советам вы добьетесь значительного прогресса в достижении своих целей. Удачи! Спасибо, Джон. Я ценю твою поддержку и поддержку. Давайте продолжим вдохновлять друг друга в достижении наших целей. Безусловно, Анна. Вместе мы можем достичь великих результатов. Урок 8. Баланс между заботой о себе и дисциплиной. Забота о себе очень важна, но иногда мне трудно найти правильный баланс. Понимаю. Очень важно уделять приоритетное внимание заботе о себе и поддерживать дисциплину в повседневной жизни. Именно так. Я считаю, что время от времени угощения необходимо угощать, чтобы удовлетворить тягу к еде и вознаградить себя за наш тяжелый труд. Не могу не согласиться. Позволяя себе время от времени делать себе приятные поблажки, мы можем поддерживать здоровое отношение к нашим целям. Однако очень важно не допустить, чтобы эти угрозы стали чрезмерными и не помешали нашему прогрессу. Абсолютно. Умеренность играет ключевую роль в уходе за собой. Речь идет о поиске здорового баланса. Важно прислушиваться к своему телу и давать себе то, в чем мы нуждаемся, соблюдая при этом свои обязательства. Верно. Самосознание играет важную роль в определении того, когда нам действительно нужно угощение, а когда лучше всего проявлять сдержанность. Практика самодисциплины не означает лишение себя. Это означает принятие осознанных решений, соответствующих нашим долгосрочным целям. Я согласен. Речь идет о принятии обдуманных решений, которые способствуют нашему общему благополучию и прогрессу. Кроме того, может быть полезно найти альтернативные способы удовлетворения тяги к еде. Изучение более здоровых вариантов питания по-прежнему может доставлять удовольствие без ущерба для наших целей. Отличное замечание. Поиск более здоровых альтернатив позволяет нам действовать более сбалансированно и осознанно.
Также важно помнить, что уход за собой выходит за рамки лечения. Не менее важно уделять приоритетное внимание отдыху, расслаблению и занятиям, которые приносят нам радость. Абсолютно. Забота о себе охватывает различные аспекты нашей жизни, включая физическое, психическое и эмоциональное благополучие. Найдя правильный баланс между заботой о себе и дисциплиной, мы сможем вести более полноценный и устойчивый образ жизни. Не могу не согласиться. Речь идет о том, чтобы заботиться о себе, сохраняя при этом приверженность своему личному росту и стремлениям. Точно. Это непрерывный путь к самопознанию и самосовершенствованию. Поиск этого баланса требует самоанализа и способности адаптироваться по мере изменения наших потребностей и обстоятельств. А благодаря практике мы можем развивать здоровые отношения, основанные на заботе о себе и дисциплине, которые способствуют нашему общему благополучию. Спасибо, Джон, за обсуждение этой важной темы. Это напоминание о необходимости уделять приоритетное внимание заботе о себе и дисциплине в нашей жизни. Добро пожаловать, Анна. Приятно изучать эти темы вместе с вами. Давайте продолжим искать этот баланс и поддерживать друг друга в этом путешествии. Урок 9. Изучение вариантов транспорта. Я думала о транспорте в городах. Что ты об этом думаешь? Это важный аспект, который следует учитывать. Общественный транспорт часто является надежным вариантом передвижения по городу. Приятно знать. Общественный транспорт в целом доступен и удобен. Да, системы общественного транспорта предназначены для удовлетворения потребностей пассажиров и обеспечивают удобный способ передвижения по городам. Это обнадеживает. Хорошо ли составлены и эффективны ли расписания и маршруты? Органы общественного транспорта стремятся поддерживать надежное расписание и эффективные маршруты, чтобы обеспечить бесперебойную транспортировку пассажиров. Приятно это слышать. Как насчет стоимости? Доступен ли общественный транспорт? Тарифы на общественный транспорт, как правило, более доступны по сравнению с частными видами транспорта, что делает его экономичным выбором для многих. Это значительное преимущество. Как насчет частоты движения общественного транспорта? Общественный транспорт часто работает по регулярному расписанию и с частыми интервалами, что обеспечивает пассажирам удобные варианты в течение дня. Это удобно для тех, кто пользуется общественным транспортом. Есть ли другие преимущества использования общественного транспорта? Абсолютно. Общественный транспорт снижает пробки на дорогах, снижает выбросы углекислого газа и способствует развитию более экологичного вида транспорта. Это просто фантастика. Приятно видеть, какое положительное влияние это может оказать на окружающую среду. Есть ли недостатки в использовании общественного транспорта? Хотя общественный транспорт в целом надежен, в часы пик возможны периодические задержки или перенаселенность в зависимости от города. Это понятно. Важно планировать соответствующим образом и выделять некоторое буферное время. Есть ли альтернативы общественному транспорту? Да, существуют альтернативные варианты, такие как езда на велосипеде, ходьба или райдшеринг, которые обеспечивают гибкость и могут подойти для поездок на короткие расстояния или для особых потребностей. Приятно знать.
Приятно иметь варианты, отвечающие разным предпочтениям и обстоятельствам. Есть ли какие-нибудь советы по эффективному использованию общественного транспорта? Планирование маршрутов, предварительная проверка расписаний и отслеживание любых изменений или сбоев помогут обеспечить более комфортное пользование общественным транспортом. Это полезный совет. Всегда приятно быть готовым и информированным. Спасибо, что поделились этими мыслями, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог предоставить некоторую информацию. Общественный транспорт может быть надежным и эффективным способом передвижения по городам. Безусловно, Анна. Это важный аспект городской жизни, и понимание доступных вариантов помогает нам принимать обоснованные решения. Урок 10. Навигация по городу. Простите, можете ли вы сказать мне, как далеко отсюда, если я поверну налево на светофоре и продолжу идти? Конечно, если вы пойдете по этому маршруту, вы дойдете отсюда примерно за 10 минут. Спасибо. Путь прост или мне стоит обратить внимание на какие-нибудь достопримечательности? Путь относительно прост. Однако по пути вы пройдете мимо большого фонтана и парка. Это полезно. Есть ли другие примечательные достопримечательности, о которых мне следует знать? Знаменитые достопримечательности на этом пути включают книжный магазин и кафе, которые могут служить дополнительными ориентирами. Приятно знать. Нужно ли мне пересекать какие-либо крупные перекрестки? Нет, вам не нужно будет пересекать какие-либо крупные перекрестки. Просто продолжайте движение прямо, пока не доберетесь до места назначения. Идеальный. Есть ли варианты общественного транспорта, если я решу не ходить пешком? Да, поблизости есть автобусная остановка, которая доставит вас прямо к месту назначения, если вы предпочитаете общественный транспорт. Это удобно. Я учту это в качестве альтернативы. Безопасна ли эта зона для пешеходов? Да, этот район в целом безопасен для пешеходов, здесь есть ухоженные тротуары и пешеходные переходы. Это обнадеживает. Я ценю эту информацию. Могу ли я рассмотреть другие маршруты? Если вы предпочитаете более оживленную и шумную атмосферу, есть альтернативный маршрут, который проходит через торговый район. Звучит интересно. Сколько времени займет этот маршрут? Если вы выберете альтернативный маршрут по торговому району, вы увеличите общее время в пути еще на 5 минут. Понимаю. Хорошо, когда есть варианты. Спасибо, что поделились этими подробностями, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я ценю твою помощь. Я последую вашим указаниям и познакомлюсь с городом. Хорошего дня, Анна. Урок 11. Изучение мексиканской кухни. Мексиканская еда отличная. Обожаю тако и гуакамоле. Я согласен, Джон. Мексиканская кухня предлагает восхитительное разнообразие вкусов и блюд. Тако очень универсальны. Вы можете попробовать бесконечное количество комбинаций начинок и начинок. Это правда. Каждый найдет что-то для себя,
от традиционных блюд, таких как карне асада, до вегетарианских блюд, таких как овощи на гриле. И давайте не будем забывать о гуакамоле. Это идеальный сливочный и ароматный соус к чипсам из тортильи. Абсолютно. Сочетание авокадо, сока лайма, лука и кинзы создает освежающий и острый вкус. На вечеринках и собраниях это всегда нравится публике. Какие еще популярные мексиканские блюда? Мексиканская кухня предлагает множество вкусных блюд, таких как энчилады, чили, релленос и тамалес. Энчилады просто фантастические. Сочетание нежного мяса или сыра, завернутых в тортилью и задушенных ароматным соусом, просто невозможно устоять. Чилис релнерс, представляющие собой фаршированный перец и перец в кляре, представляют собой приятное сочетание вкусов и текстур. А тамали с мягким тестом для масса и ароматными начинками – настоящая вкусная еда. Абсолютно. Мексиканская кухня отличается богатым и ярким вкусом различных ингредиентов. Мне также нравятся мексиканские напитки, такие как орчата и маргарита. Они идеально дополняют вкус блюд. Освежает орчата со сладким рисовым молоком, добавленным в корицу. Маргарита — классический и популярный коктейль. Мексиканская кухня действительно предлагает широкий выбор кулинарных изысков. Это кухня, которая не перестает впечатлять. Действительно, Джон. Изучение вкусов и блюд мексиканской кухни — восхитительное кулинарное приключение. Я рада, что мы разделяем любовь к мексиканской кухне. Побаловать себя этими ароматами всегда приятно. Конечно, Джон. Мексиканская кухня — это сокровищница вкусностей, которая никогда не разочарует. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться чудесами мексиканской кухни. Это путешествие, в которое стоит отправиться. Урок 12. Сохраняйте мотивацию. Анна, как вы сохраняете мотивацию в повседневной жизни? Я считаю, что постановка конкретных целей помогает мне сохранять мотивацию и концентрацию. Это отличный подход. Как вы определяете свои цели? Я слежу за тем, чтобы мои цели были конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени, цели SMART. Цели SMART действительно эффективны. Как вы отслеживаете свой прогресс? Я веду дневник или использую цифровые инструменты, чтобы отслеживать свой прогресс и отмечать достижения на этом пути. Неплохая идея. Как вы справляетесь с неудачами или препятствиями? Столкнувшись с неудачами, я напоминаю себе о более широкой картине и нахожу способы преодоления трудностей. Это устойчивый образ мышления. Есть ли у вас какие-либо стратегии, позволяющие сосредоточиться? Я разбиваю большие цели на более мелкие, выполнимые задачи, чтобы сосредоточиться и сохранить динамику. Звучит практично. Как вы вознаграждаете себя за достижение своих целей? Я вознаграждаю себя тем, что мне нравится, например, угощением любимым блюдом или отдыхом. Это отличный способ сохранить мотивацию. Есть ли у вас другие советы? Окружение меня людьми,
поддерживающими меня и единомышленниками, помогает мне сохранять мотивацию и ответственность. Это ценный совет. Как сохранить мотивацию при работе над долгосрочными целями? Я напоминаю себе о своем долгосрочном видении и периодически анализирую свой прогресс, чтобы оставаться мотивированным и целеустремленным. Это полезная стратегия. Как сохранить мотивацию, когда вы сталкиваетесь с однообразием или повторением? Я стараюсь внести разнообразие или бросить себе вызов в выполнении задания, чтобы все было интересно и мотивировано. Это творческий подход. Как сохранять мотивацию в трудные времена? В трудные времена я сосредотачиваюсь на уходе за собой, практикую позитивные аффирмации и ищу вдохновение у других. Это важно для поддержания мотивации. Есть ли у вас последние мысли о том, как сохранить мотивацию? Помните, что мотивация может меняться, но ставя цели, отслеживая прогресс и вознаграждая себя, вы можете не сбиться с пути. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Эти советы также помогут мне сохранить мотивацию. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что мотивация — это путешествие, и вы способны на великие свершения. Я ценю твою поддержку, Анна. Давайте продолжим поддерживать друг друга на пути к успеху. Урок 13. Выбор бренда. Анна, есть ли у вас особые предпочтения к бренду, когда дело касается покупок? Да, Джон. При выборе продуктов я обычно выбираю органические продукты. Отлично. Что заставляет вас склоняться к органическим брендам? Органические бренды отдают предпочтение использованию натуральных ингредиентов и устойчивых методов ведения сельского хозяйства, что соответствует моим ценностям. Это понятно. Есть ли какие-либо конкретные органические бренды, которые вы предпочитаете? У меня есть несколько любимых органических брендов различных продуктов, таких как органические продукты, молочные продукты и предметы личной гигиены. Хорошо иметь надежные бренды. Как вы решаете попробовать новые бренды? Пробуя новые бренды, я ищу сертификаты на органическую продукцию, читаю отзывы и учитываю свои личные предпочтения и ценности. Это продуманный подход. Есть ли неорганические бренды, которые вы все еще предпочитаете? Хотя я в основном предпочитаю органические продукты, есть несколько неорганических брендов, которым я доверяю, предлагая определенные продукты, отвечающие моим потребностям. Это понятно. Насколько важна репутация бренда в процессе принятия решений? Репутация бренда играет важную роль в процессе принятия решений. Я ценю бренды, отличающиеся высоким качеством и прозрачностью. Это разумно. Учитываете ли вы такие факторы, как цена и доступность при выборе брендов? Цена и доступность также являются важными факторами. Я стараюсь найти баланс между качеством, доступностью и доступностью. Это практический подход. Как быть в курсе новых брендов или вариантов продуктов? Я получаю информацию благодаря онлайн-исследованиям, рекомендациям из надежных источников и тенденциям отрасли. Это полезно.
Есть ли какие-либо конкретные ресурсы или платформы, на которые вы полагаетесь для получения информации? Для получения информации я часто полагаюсь на веб-сайты с отзывами потребителей, публикации о здоровье и благополучии и платформы социальных сетей. Это всесторонний подход. Есть ли у вас окончательное мнение о предпочтениях бренда? Предпочтения бренда могут различаться в зависимости от личных ценностей, потребностей и опыта. Важно найти бренды, соответствующие вашему стилю жизни. Это ценная перспектива. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Это дало мне несколько идей о предпочтениях моего бренда. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. При выборе бренда не забывайте уделять приоритетное внимание тому, что для вас важнее всего. Я ценю твой совет, Анна. Давайте продолжим принимать осознанные решения, соответствующие нашим ценностям. Урок 14. Удовлетворение потребностей домашних животных. Анна, как научиться заботиться о потребностях своего питомца? Это зависит от потребностей вашего питомца, но вы можете воспользоваться онлайн-руководствами для получения рекомендаций. Это хорошие предложения. Есть ли специальные ресурсы или платформы, которые вы рекомендуете для учебных пособий по уходу за домашними животными? YouTube и веб-сайты по уходу за домашними животными часто содержат полезное руководство и руководство по различным аспектам ухода за домашними животными. Это удобно. Как определить, каким учебным пособиям следовать? Я ищу руководство, которое пользуется хорошей репутацией, имеет положительные отзывы других владельцев домашних животных и соответствует советам экспертов. Это разумный подход. Считаете ли вы, что онлайн-руководство достаточно для удовлетворения потребностей вашего питомца? Онлайн-уроки служат хорошей основой, но я также консультируюсь с ветеринарами или опытными владельцами домашних животных для получения индивидуальных рекомендаций. Это разумно. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску надежных онлайн-руководств? Ищите учебные пособия, созданные авторитетными организациями, ветеринарами или опытными специалистами по уходу за домашними животными. Это полезный совет. Есть ли другие источники информации об уходе за домашними животными? Помимо онлайн-уроков, я также читаю книги, журналы о домашних животных и посещаю местные семинары по уходу за домашними животными, когда это возможно. Это исчерпывающий материал. Как адаптировать информацию из учебных пособий к вашему конкретному питомцу? Я учитываю уникальные потребности своего питомца и консультируюсь с профессионалами, чтобы адаптировать информацию к их конкретным требованиям. Это важно для обеспечения индивидуального ухода. Как быть в курсе новой информации по уходу за домашними животными? Я слежу за надежными публикациями по уходу за домашними животными, посещаю семинары и общаюсь с онлайн-сообществами по уходу за домашними животными, чтобы быть в курсе событий. Это упреждающий подход. Есть ли у вас последние мысли о том, как научиться удовлетворять потребности домашних животных? Помните, что каждое домашнее животное уникально, поэтому важно наблюдать, учиться и адаптироваться, чтобы обеспечить наилучший уход. Это ценная перспектива. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Это дало мне несколько идей для моего собственного путешествия по уходу за домашними животными. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что обучение удовлетворению потребностей вашего питомца — это непрерывный процесс, наполненный любовью и заботой. Я ценю твой совет, Анна. Давайте продолжим учиться и наилучшим образом заботиться о наших пушистых друзьях.
Урок 15. Поиск всего, что вам нужно. Анна, вам удалось найти в магазине все необходимое. Да, к счастью, все было в наличии. У меня есть все, что было в моем списке покупок. Отлично. Как сделать так, чтобы при составлении списка покупок вы не пропустили ни одного товара? Обычно я планирую еду на неделю вперед и заглядываю в кладовую, чтобы узнать, что мне нужно пополнить. Это практический подход. Вы организовываете свой список покупок каким-то определенным образом. Я упорядочиваю свой список покупок по категориям, таким как продукты, молочные продукты, мясо и товары для кладовой, чтобы было удобнее ориентироваться в магазине. Это эффективно. Как справиться с ситуацией, если товара в вашем списке нет в наличии? Если товара нет в наличии, я могу найти альтернативу или сделать заметку, чтобы проверить его снова в следующий раз, когда пойду за покупками. Это можно адаптировать. Как сделать так, чтобы вы не забыли свой список покупок дома? Обычно я храню цифровую копию списка покупок на телефоне или использую приложение со списком покупок, чтобы сделать его легко доступным. Это умная идея. Как противостоять импульсивным покупкам и придерживаться своего списка покупок? Я стараюсь сосредоточиться и напоминать себе о своем бюджете и конкретных вещах, которые мне нужны. Это помогает мне избегать ненужных покупок. Это дисциплинировано. Как часто вы ходите за продуктами, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое? Обычно я хожу за продуктами раз в неделю, чтобы пополнить запасы свежих продуктов и других предметов первой необходимости. Хорошее расписание. Как справиться с ситуацией, если вы забудете товар из списка покупок? Если я забуду что-то, я либо останусь тем, что у меня есть, либо возвращаюсь в магазин, если это что-то важное. Это находчиво. Есть ли у вас последние мысли о том, как найти все, что вам нужно? Важно планировать заранее, сохранять организованность и адаптироваться к покупкам, чтобы у вас было все необходимое. Это ценный совет. Спасибо, что поделились своими мыслями, Анна. Это натолкнуло меня на некоторые идеи по улучшению привычного шопинга. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что приготовление и организация могут сделать покупку продуктов приятной. Я ценю ваш вклад, Анна. Давайте и дальше будем внимательными покупателями и будем максимально использовать наши походы за покупками. Урок 16. Принятие неудач на пути к успеху. Анна, помни, что неудача — это часть успеха. Не бойтесь, воспринимайте это как возможность научиться чему-то новому. Я понимаю эту концепцию, Джон, но не могу не беспокоиться о том, что я не достигну своих целей. Беспокоиться естественно, Анна, но помните, что неудачи и неудачи — это ступеньки к росту и достижениям. Думаю, вы правы. Как вы лично справляетесь со страхом не достичь своих целей? Когда я испытываю страх, я напоминаю себе, что неудача не вечна. Это возможность учиться, адаптироваться и двигаться вперед. Это позитивный настрой. Как вы сохраняете мотивацию, когда сталкиваетесь с неудачами? Я сохраняю мотивацию, сосредотачиваясь на своем долгосрочном видении и разбивая свои цели на более мелкие и достижимые шаги. Это придает мне целеустремленность и целеустремленность.
Это практический подход. Есть ли у вас какие-либо стратегии восстановления сил после неудачи? После неудачи я уделяю время размышлениям и анализу того, что пошло не так. Затем я вношу необходимые коррективы и использую извлеченные уроки для улучшения. Это упреждающий способ преодоления неудач. Что делать, если вы сталкиваетесь с неоднократными неудачами в достижении своих целей? И если я сталкиваюсь с повторяющимися неудачами, я пересматриваю свой подход, обращаюсь за советом к наставникам или экспертам и ищу альтернативные пути достижения своих целей. Он легко адаптируется и устойчив. Насколько важно переоценивать и корректировать цели по мере продвижения вперед? Очень важно периодически переоценивать и корректировать наши цели. Жизнь динамична, и наши стремления могут меняться или нуждаться в изменении по мере развития. В этом есть смысл. Как преодолеть неуверенность в себе, которая может возникнуть из-за неудач? Я преодолеваю неуверенность в себе, сосредотачиваясь на своих сильных сторонах, празднуя маленькие победы и окружая себя поддерживающими и вдохновляющими людьми. Это расширяет возможности. Есть ли у вас последние мысли о том, как преодолеть страх перед недостижением целей? Помните, Анна, что успех определяется не только достижением определенного результата. Это путь роста, устойчивости и постоянного совершенствования. Спасибо за мудрое слово, Джон. Я буду стараться воспринимать неудачу как ступеньку и продолжать стремиться к своим целям. Добро пожаловать, Анна. Я верю в ваш потенциал и знаю, что вы можете преодолеть любые препятствия на пути к успеху. Твоя вера очень много значит для меня, Джон. Давайте поддержим друг друга и примем вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно, Анна. Вместе мы можем преодолеть свои страхи и добиться больших успехов. Урок 17. Расширение ассортимента продукции для привлечения клиентов. Анна, у меня возникла мысль. Что вы думаете о расширении ассортимента нашей продукции в магазине? Звучит как хорошая идея, Джон. Это может помочь нам привлечь больше клиентов и предложить более широкий выбор вариантов. Я согласен. Как вы думаете, какие продукты нам следует добавить в наш текущий ассортимент? Мы могли бы попробовать фирменные чаи, домашнюю выпечку или даже полезные закуски на вынос на любой вкус. Это отличные предложения. Как вы думаете, как расширение ассортимента продукции пойдет на пользу нашим клиентам? Предлагая широкий ассортимент продукции, мы можем лучше удовлетворять уникальные вкусы и предпочтения наших клиентов, улучшая их общее впечатление. Это правда. Как вы думаете, расширение ассортимента продукции также привлечет новых клиентов? Конечно, Джон. Благодаря более широкому ассортименту мы можем привлечь более широкую клиентскую базу и тех, кто ищет конкретные продукты. В этом есть смысл. Как бы вы подошли к представлению новых продуктов нашим клиентам? Мы могли бы начать с проведения маркетинговых исследований для выявления популярных тенденций и предпочтений, а затем постепенно внедрять новые продукты с помощью целевых маркетинговых кампаний. Это стратегический подход. Как обеспечить соответствие качества новой продукции существующим стандартам?
Мы можем сотрудничать с надежными поставщиками, проводить проверки качества и получать отзывы от наших клиентов, чтобы поддерживать наши высокие стандарты. Это важно для стабильности. Какие факторы следует учитывать при определении цены на новые продукты? Мы должны учитывать такие факторы, как издержки производства, рыночный спрос, цены конкурентов и обеспечить соответствие цен предлагаемой стоимости. Это комплексный подход. Есть ли у вас последние мысли о расширении ассортимента нашей продукции? Для обеспечения целостного обслуживания клиентов важно найти баланс между ассортиментом и сосредоточением внимания на наших основных продуктах. Согласна, Анна. Давайте тщательно спланируем и осуществим расширение, чтобы наши клиенты чувствовали себя в кофейне еще лучше. Урок 18. Запланируйте встречу в субботу. Анна, как насчет встречи в эти выходные? Суббота мне подходит. Как насчет тебя? Звучит отлично, Джон. В субботу я тоже свободен. В какое время ты бы предпочла? Как насчет встречи во второй половине дня? Подходит ли вам этот срок? Да, день мне тоже подходит. Скажем, около 2 часов дня. 2 часа дня звучит неплохо. Где бы вы хотели встретиться? Как насчет встречи в новом кафе в центре города? Здесь уютная атмосфера и отличные отзывы. Звучит как неплохой выбор. Тогда давайте встретимся в кафе в центре города в 2 часа дня в субботу. Согласен, Джон. Я запишу это в своем календаре. С нетерпением жду возможности наверстать упущенное. Я тоже, Анна. Будет здорово поболтать и провести время вместе. Увидимся в субботу. Тогда увидимся, Джон. Хорошего дня до нашей встречи в субботу. Ты тоже, Анна. Береги себя и скоро увидимся. Урок 19. Продолжение обсуждения. Анна, нам нужно обсудить несколько важных вопросов. Продолжим. Конечно, Джон. Давайте продолжим искать решения и решать эти проблемы. Во-первых, нам необходимо решить проблему снижения продаж. Какие у вас есть идеи по улучшению наших показателей? Одна из идей заключается в анализе отзывов клиентов и выявлении областей для улучшения наших продуктов и услуг. Это хорошая отправная точка. Кроме того, мы могли бы рассмотреть возможность проведения целевых маркетинговых кампаний для привлечения новых клиентов. Согласен. Нам также следует оценить нашу ценовую стратегию и определить, нужны ли корректировки, чтобы сохранить конкурентоспособность. Отличное замечание. Еще один вопрос, который нам нужно обсудить, это оптимизация внутренних процессов. Как сделать их более эффективными? Мы могли бы провести внутренний аудит для выявления узких мест и областей неэффективности, а затем внедрить улучшение процессов. Это упреждающий подход. Мы также должны поощрять открытое общение и межведомственное сотрудничество для повышения эффективности. Сотрудничество — это ключ к успеху. Далее нам необходимо решить проблему морального духа сотрудников. Как создать более позитивную рабочую атмосферу?
Мы можем организовывать мероприятия по сплочению коллектива, признавать и ценить достижения сотрудников и развивать культуру открытой обратной связи и поддержки. Эти усилия помогут повысить моральный дух. Наконец, давайте обсудим способы повышения удовлетворенности клиентов. Какие у вас есть идеи? Мы можем инвестировать в обучение обслуживанию клиентов, персонализировать наше взаимодействие и внедрить программу лояльности для поощрения наших уважаемых клиентов. Отличные предложения. Очень важно уделять приоритетное внимание удовлетворенности клиентов. Давайте обязательно собираем отзывы, чтобы постоянно улучшать наше предложение. Безусловно, Анна. Решая эти вопросы и внедряя продуманные решения, мы можем преодолеть трудности и добиться успеха. Не могу не согласиться, Джон. Давайте вместе найдем эффективные стратегии и продвинем наш бизнес вперед. Спасибо за ваш вклад, Анна. Ваши идеи бесценны в решении этих важных вопросов. Спасибо, Джон. Я ценю ваше лидерство и сотрудничество. Давайте продолжим работать над достижением наших целей. Действительно, Анна. Вместе мы преодолеем препятствия и добьемся позитивных перемен. Урок 20. Упаковывайте легкие вещи и изучайте местную кухню. Анна, я планирую предстоящую поездку. Есть ли у вас какие-либо советы по упаковке легких? Конечно, Джон. Один совет – составьте контрольный список и упаковывайте универсальные предметы одежды, которые можно комбинировать и сочетать. Это разумный подход. Как насчет туалетных принадлежностей и личных вещей? Выбирайте туалетные принадлежности для путешествий и приобретайте предметы первой необходимости в пункте назначения, чтобы сэкономить место и вес багажа. Хорошие предложения. Какие-нибудь советы по упаковке электроники и гаджетов? Возьмите с собой только необходимую электронику и зарядное устройство. Рассмотрите возможность использования многоцелевых устройств, чтобы свести к минимуму количество предметов. Это практично. Теперь давайте поговорим об изучении местной кухни. Есть какие-нибудь советы, как попробовать новые блюда? Будьте предприимчивы и непредубежденны, когда дело доходит до дегустации местной кухни. Начните с популярных блюд и посоветуйтесь с местными жителями. Звучит захватывающе. Как найти аутентичные местные рестораны? Изучите и прочитайте отзывы из надежных источников. Ищите рестораны, которые часто посещают местные жители, а не заведения, ориентированные исключительно на туристов. Отличный совет. Какие меры предосторожности мы должны принять в отношении безопасности пищевых продуктов? Обратите внимание на гигиенические стандарты, выбирайте хорошо приготовленную пищу и пейте воду в бутылках, чтобы свести к минимуму риск заболеваний пищевого происхождения. Важные моменты, о которых следует помнить. Как преодолеть языковые барьеры при заказе еды? Возьмите с собой разговорник или используйте приложение для перевода основных фраз. Кроме того, могут оказаться полезными невербальные подсказки и указания. Отличная идея. Наконец, как мы можем соблюдать местные кулинарные обычаи и этикет? Соблюдайте местные обычаи, такие как правила поведения за столом и чаевые. Проявляйте признательность за кухню и культуру. Это необходимо для культурного погружения. Спасибо за эти ценные советы, Анна.
Они определенно улучшат мои впечатления от путешествий. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Проведите фантастическое путешествие и насладитесь изучением новых мест и вкусов. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим по максимуму. По возвращении я обязательно поделюсь с вами своими историями путешествий. Урок 21. Советы по умному шопингу. Анна, я иду в продуктовый магазин. Есть ли у вас какие-нибудь советы по разумным покупкам? Конечно, Джон. Просто не забудьте проверить срок годности покупаемых продуктов, чтобы убедиться в их свежести и качестве. Это хорошие напоминания. Как насчет сравнения цен? Есть предложение. Потратьте время на сравнение цен разных брендов или размеров, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее соотношение цены и качества. В этом есть смысл. Как мы можем определить лучшие предложения и скидки? Следите за рекламными акциями в магазинах, рекламными листовками и цифровыми купонами, которые помогут вам сэкономить на покупках. Отличный совет. Как насчет скоропортящихся продуктов? Как обеспечить их более долгий срок службы? Ищите продукты с наибольшим сроком годности и подумайте о том, чтобы заморозить или правильно хранить скоропортящиеся продукты, чтобы продлить срок их хранения. Это полезно знать. Как сделать выбор в пользу здорового образа жизни во время покупок? Прочитайте этикетки с пищевыми продуктами и списки ингредиентов, чтобы принимать обоснованные решения. Выбирайте свежие продукты и выбирайте продукты из цельного зерна и продуктов с низким содержанием сахара. Хороший совет. Какие-нибудь советы, как избежать импульсивных покупок? Составьте список покупок и придерживайтесь его. Избегайте покупок натощак и старайтесь противостоять соблазну импульсивных покупок. Я это учту. Есть ли стратегия организации продуктов во время оформления заказа? Сгруппируйте одинаковые товары на конвейерной ленте, чтобы кассиру было легче сканировать и упаковывать продукты. Это практичный совет. Наконец, как сократить количество пищевых отходов во время покупок? Планируйте питание заранее и покупайте только то, что вам нужно. Избегайте чрезмерной покупки скоропортящихся продуктов, которые могут быть потрачены впустую. Мудрый подход. Спасибо, что поделились этими ценными советами по покупкам, Анна. Я обязательно воспользуюсь ими во время поездки в магазин. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Приятных покупок и приятных покупок. Спасибо, Анна. Я обязательно буду делать покупки с умом и принимать взвешенные решения. Хорошего дня. Урок 23. Обмен знаниями от спикера. Анна, сегодня я присутствовала на конференции, и основной докладчик поделился интересными впечатлениями. Хотите послушать об этом? Конечно, Джон. Мне интересно узнать, о чем говорил основной докладчик. Пожалуйста, поделитесь со мной основными моментами. Спикер обсудил будущее искусственного интеллекта и его влияние на различные отрасли. Это действительно заставило задуматься. Звучит интригующе, Джон. Какие ключевые моменты касались будущего искусственного интеллекта?
Спикер подчеркнул важность этических соображений при разработке и потенциал искусственного интеллекта для повышения производительности и инноваций. Этические соображения действительно очень важны. Упоминал ли спикер какие-либо конкретные отрасли, на которые сильно повлияет искусственный интеллект? Да, спикер отметил, что здравоохранение, финансы и транспорт являются отраслями, которые, как ожидается, претерпят значительные изменения благодаря развитию искусственного интеллекта. Это действительно ключевые сектора. Рассказывали ли вы о трудностях внедрения искусственного интеллекта? Спикер обсудил проблемы конфиденциальности и безопасности данных, а также необходимость повышения квалификации сотрудников для адаптации к меняющемуся технологическому ландшафту. Адаптация и безопасность жизненно важны. Привел ли спикер примеры успешных применений искусственного интеллекта или тематические исследования? Безусловно, Анна. Спикер поделилась примерами виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта, персонализированной медицины и автономных транспортных средств как успешных применений искусственного интеллекта. Эти примеры демонстрируют потенциал искусственного интеллекта. Обсуждал ли спикер какие-либо потенциальные риски или проблемы, связанные с искусственным интеллектом? Да, спикер затронул вопросы, связанные с потерей рабочих мест и необходимостью ответственного управления искусственным интеллектом для обеспечения справедливости и прозрачности. Ответственное управление очень важно. Спасибо, что поделились этими идеями, Джон. Похоже, это познавательная конференция. Добро пожаловать, Анна. Это был очень полезный опыт. Я рада, что смогла поделиться с вами некоторыми знаниями. Я благодарна за это, Джон. Всегда полезно учиться и быть в курсе событий. Спасибо, что держите меня в курсе событий. Мне очень приятно, Анна. Давайте продолжим изучать и обсуждать новые технологии вместе. Хорошего дня!